Всем привет! В сегодняшнем видео покажу один из способов, как можно изготовить такой, в принципе, простой, но достаточно сильный аксессуар из кожи. Это галстук-бабочка. Вот, и уже сделал заготовки для этого. Выполнять изделие будем из кожи растительного дубления, такая вот ременная в толщине 3, где-то 3-3,5 мм, достаточно плотная и с красивым таким лицом, с эффектом pull-up, может передаст, вот так вот будет более видно. Очень красивая кожа. Ну, естественно, аксессуары тоже с нее получаются не менее красивые. Ссылка на PDF-файл выкройки будет под видео, и здесь же покажу самый главный секрет, как сделать крепление нашей бабочки без какой-либо фурнитуры.
Основные детали готовы. То есть это ремешок и сама галстук-бабочка. Вот для всех раскрываю секрет, как сделать крепление этой бабочки. Когда-то увидел в интернете подобное соединение кожи. То есть один из видов получается. Вот. Не нужна никакая фурнитура. Главное правильно рассчитать длину вот этого вот кусочка кожи, этого хомута. Потому что бывает, он как бы легко там на бабочке как бы не зажимается. Бывает такое, что его там не хватает, приходится чересчур там прикладывать усилия, чтобы застегнуть. Вот. Сегодня получилось, в принципе, все нормально. Хорошо он уселся сюда. Вот. Теперь остается только продеть наш ремешок. Вот. Можно его застегнуть. Если, допустим, вот этого кончика много, что он здесь болтается, это ничего страшного из-за того, что бабочка носится на рубашку, и под воротником этого не будет видно. То есть воротник зафиксирует этот ремешок. Такие изделия обычно я делаю в комплекте. То есть сначала делаю основное изделие, это идет ремень в брюки, или же, допустим, разгрузочный ремень там для фотографа, да, и в том же стиле из той же кожи, допустим, изготавливаю саму бабочку. То есть у меня все изделия, они прошиты толстой нитью 0,8 мм. Использую СИМ, нити СИМ от турецкой компании. Вот. Отверстие пробиваю круглым пробойником с зубом диаметром 1 мм. То есть они, получается, прошиты таким вот образом. Такая строчка получается на всех изделиях. Беговочка. Раньше беговку не делал, сейчас как бы появился кризер. Все изделия бегую. Вот на этом хомуте сделал двойную линию. Тоже выглядит как бы интересно по-своему. Кожа хоть и достаточно плотная, вот, но все равно ее можно сгибать. При носке не создает никакого дискомфорта. Допустим, когда человек двигается, то там бабочка не давится в шею, то есть она тоже где-то подгибается, вот, и носить ее достаточно комфортно. Заказывают такие комплекты обычно из-за границы, то есть европейцы, американцы, потому что им более близки подобные вот, аксессуары, именно handmade, да, то есть они больше там как бы ценятся и чаще используются. На этом буду заканчивать. Под видео оставлю ссылку на PDF-файл выкройки данного изделия. Вот, там есть изображение вот этого хомута. Каждый под себя будет уже регулировать, то есть там не четко, к примеру, 8 сантиметров длина, и он подойдет всем. То есть каждый под себя должен будет его отрегулировать в зависимости от толщины используемой кожи вот для самой бабочки и от толщины кожи вот этого вот хомута. На хомут рекомендую использовать кожу где-то 2 мм толщиной, на галстук бабочку где-то 3,5-4 мм. Вот. Ну и ремешок можно 1,5 мм, можно 2, в принципе, чтобы он был чуть пожестче. Если видео будет полезным, ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.